Ну что, попробуем свой шанс в этом месте. Вот, мне очень нравится. Супер. Позвонить нужно звонок, и вам сразу же открываются ворота. Ехать за рулем не самая лучшая идея, но очень хочется вам показать, какой же здесь заезд в эту винодельню. А он очень красивый, кстати говоря. Парк. Погнали. Сосны и виноград. Ну, красота. Что может быть лучше, правда? Супер, мы с вами уже доехали до парковочки. Так, сейчас опусковатенько развернемся. Супер. Опа. Супер, всего 3 машинки. Ой, и для меня местечко нашлось. Класс. Привет, дорогие друзья! С вами Ева, и мы с вами находимся в Мумджуларе, в сосняке. Тут так пахнет соснами, вообще природой, оливками. И сегодня получится такой внезапный влог. Я заранее прошу прощения за то, что я немножко говорю в нос. У нас тут в Бодруме с перепадом температур какой-то непонятный вирус. Поэтому сегодня будет совершенно такой внезапный, неожиданный влог с винодельни. Я приехала в Карнас, позвонила в звонок, мне сказали: извините, вы фул. Я говорю: я проехала час, можно мне хотя бы заехать? Они говорят: нет, сори, фул. В общем, даже не спустили прогуляться, поэтому я сразу же позвонила в соседнем, буквально 500 метров, и вы заезжаете в соседнюю винодельню, где вам гостеприимно тут же открывают ворота, никаких резерваций, невероятно огромная, красивая территория. Смотрите, какая красота, прям такой домик хоббитов. Супер. Только я приехала, смотрите, сразу же еще кто-то следом за мной. Смотрите, как здесь здорово. Смотрите, как здорово. Ой, если бы вам могла на видео вам передать запах сосен. Просто невероятный. Огромная территория у этой винодельни. Слушайте, просто супер. Идеально. Новое место я нашла. Ой, эти ароматы сосен. Вон, видите, люди на стамбульских номерах тоже, видимо, приехали в Карнас, скорее всего. И оказалось, все занято. Ну что, вот это винодельня, в которую мы с вами приехали. И вы знаете, Карнас раньше очень мне нравился, но последнее вот это немножко такой пафос с резервациями, у них теперь звезда Мишлена, они перестали, знаете, такими быть классными, уютными. Это все стало немножко так пафосно, вот. И нельзя просто браться по настроению, заехать и провести прекрасное время. Но здесь тоже, мне кажется, достаточно здорово. Вот. Какие здесь красивые диванчики. С очагами. Красота. Какой отсюда открывается невероятный вид. Знаете, явно, что это местечко как бы попроще, но самое главное, сейчас узнаем, насколько здесь вкусно. И это альтернатива, если вдруг в Карнас вы не успели попасть, у вас не было резервации, то это вполне себе вариант, если вы уже проехали целый час от Бодрума. Так, давайте посмотрим, что же Мор Виньярдс нам предлагает. Во-первых, белое, красное, розе. Это все, я так понимаю, их вино. Здесь есть всякие стартерсы, есть салаты. Даже пицца. Вот я смотрю на пиццу, так давно не ела. И, наверное, с бокальчиком вина будет самое то. Вот на английском как раз, да? Нет, это тоже. Так. Очень большой выбор разного вина. Интересно. В общем, такой вот
Можно сказать, что такое, знаете, простое место, без пафоса, действительно нету резервации, видите, никого нету. Открытая кухня, очень приветливо, дружелюбно. Ну, это на самом деле важно. У них была сезонная пицца, которую я видела с аспарагусом, но она закончилась. Мне посоветовали вот это вот с артишоком, ингинар. Говорят, что она самая такая у них популярная и вкусная. И какой-то вот бокальчик розе, который такой с легким ароматом апельсина. Вот. Ну, посмотрим, что мне сейчас принесут. Но самое главное, что посмотрите, какой прекрасный вид. Роскошно, правда? Стоило было сюда ехать. Я рада, что Карнас закрыт, зато я здесь. Друзья, ну, в общем, что могу сказать? На самом деле, если у вас вот такая же ситуация, Карнас по-своему прекрасен. Безусловно, там красивая архитектура, там у них своя кухня, у них там магазинчик, у них там изысканный тоже такой фонтанчик, и все это классно, но, видите, нужно делать резервацию. К сожалению, даже вот в середине дня она нужна. Кто бы мог подумать в середине сентября. Вот, поэтому, если вдруг вы также попали в просак, так же, как и я, причем я, кстати, когда ехала, думаю, ну вот хорошо бы, чтобы в Карнас не попасть, или туда нужно заехать и выбрать, потому что очень хотелось попробовать новое место, Мор, и мне здесь, кстати говоря, очень нравится, знаете, как-то вот очень спокойно, так беспафосно, знаете, иногда хочется приехать в какое-то место и просто вот так вот, знаете, вот так вот с природой соединиться, чтобы не думать ни о ценах, ни о сервисе, не о том, как себя, знаете, как-то подать, вот, так вот, а такой релаксный вайб воскресный. Вот это место, мне кажется, оно прям абсолютно про это, знаете, такое домашнее, спокойное, без пафоса, куда можно не наряжаться, вот так вот прям, знаете, в чем есть, в чем было, в чем выехал из дома, в том заехать. Поэтому, если вдруг вы приехали в Карнас, вас туда не пустили так же, как и меня, хотя, мне кажется, даже если все столики заняты, ну, я уже проехала час, ну, можно пустить, так, чуть-чуть прогуляться там, ну, в общем, такие дела. Поэтому Мор, хорошая альтернатива, рядом, Мумджулар, очень красивые виды, у него очень красивая территория, поэтому рекомендацион. Оказывается, они здесь открыты около 10 лет, представляете, я добралась сюда только сейчас сюда. Кстати, действительно прикольное вино, достаточно крепкое. Ну, после просека, я привыкшая к просеку, но, во-первых, какой цвет, посмотрите, великолепный. И действительно очень богатый такой букет. Очень неплохое вино. Ну что, красота. Такое роскошное, такое природное место. Я не знала, что оно, оказывается, уже настолько популярное. Столько лет уже открыто, а я узнала о нем только сейчас. Так иногда важно входить из какой-то своей коробочки, в которой ты живешь, постоянно по одним и тем же маршрутам. Вроде кажется, что нашел какие-то свои классные места, но всегда открываются какие-то новые. Поэтому хорошее напоминание о том, что не бояться и выходить из своих привычных маршрутов. Класс! Новая порция винограда созревает. О боже, вы посмотрите на эту пиццу с артишоками и козьим сыром. Это просто какая-то омолаживающая пицца, оздоравливающая. Посмотрите, какая она тонюсенькая. Вау, не знаю, насколько сейчас будет вкусно, сейчас будем пробовать. Но первое впечатление просто вау. Ну что, Мор, открытие это моего сезона. Так.
Горяченькая, только с печи. Очень вкусно. Очень необычно. Очень, знаете, говоря, healthy pizza. Я бы сказала, что это какой-то healthy bowl. У меня даже такое ощущение, что тесто какое-то из какой-то муки, не пшеничной, а что такое безглютеновое? Надо будет спросить. Смотри, какая тоненькая. Вы видели такую пиццу? Обалдеть. Невероятно. Так, сбрызнем немножечко маслицем. Один кусочек остреньким. Для аромата попробуем. Ну, это вообще, я не знаю, какой-то healthy pasta. Healthy пицца пока для меня. Я так мечтала о пицце, но не хотелось теста. Это что-то вообще невероятное. Вы посмотрите. Артишоки. Здесь артишоки, песто и козий сыр. Очень простой состав, но на самом деле просто нереально. Не знаю, по-моему, я в Провансе. У меня супер healthy пицца. Я бы даже не назвала ее пиццей, я бы назвала какой-то оздоравливающей брускеттой. Просто невероятно. Во-первых, она очень хрустящая. И насколько артишок не так просто вот так вот классно приготовить. Ну, я не знаю, у меня просто серенады сейчас буду петь. Оставлю 5 звезд отзыв на Google, потому что это, ну, действительно очень-очень-очень-очень классно. Вот. Еще и с таким видом, посмотрите. Невероятно. Просто открытие века. А здесь, смотрите, все их вины и награды за все годы. И что интересно, Арка пицца. Арка Selection тоже. Класс. Интересно. А еще здесь можно всякого купить. Можно купить уксус, винегрь. Можно купить оливковое масло. Здесь эти листья. Оливковое масло тоже. До встречи в новых влогах, друзья!